Всем привет! Сегодня по просьбе зрителей канала краткий обзор магнитолы Aiwa CSG88. Значит, 1981 год, топовая модель в производственной линейке Aiwa. Да, в принципе, и не только Aiwa. Вообще, так сказать, золотой эры классических бумбоксов в формате моноблок. Значит, что мы здесь имеем? Конечно же, мы тут имеем кассетную деку, софт-тач управление, система поиска на 15 фрагментов, регулировка уровня записи, автоматическая, ручная, автоматическая, уровень. Что еще тут хорошего, интересного? Есть тут система шумопонижения Dolby B, что как бы нам свидетельствует прямым образом о высоком качестве, высоком уровне и качестве кассетной деки, потому что господин Рэй Долби, помимо собирания роялти за использование своей системы, еще, так сказать, осуществлял строгий фейс-контроль или кастинг. То есть без обеспечения достаточных высоких уровней кассетной деки невозможно было поставить в нее систему шумопонижения Dolby. Значит, послушаем, покрутим, расскажем. Волшебство начинается с демпфера, подкассетника, который организован на принципе воздушного тормоза. То есть никакой демпферной смазки и прочих грязных технологий. Только торжество инженерной мысли. Воспроизведение. Оп, что-то у нас. Так, значит, касаемо поиска. Есть у нас ручной режимчик подмоточки, где мы можем на слух прослеживать необходимые нам фрагменты. А есть автоматический поиск. Значит, этой кнопочкой мы выставляем интересующий наш фрагмент, допустим, второй. И чтобы включить систему поиска, надо удерживать клавишу play и одновременно перемоткой задавать направление поиска. У некоторых этот момент вызывает сложности. Вот, два фрагмента отмотало, включилось. То же самое назад, допустим. Ставим второй фрагмент, удерживаем, включаем. Прекрасно. Так, значит, дальше что у нас? Ага, сейчас я вам покажу один момент. 15 фрагментов, индикатор одноразрядный. Листаем. Вот, 10-й у нас уже индицируется как нолик и точечка. То есть точечка у нас говорит о 10-м разряде. Ну, не 10-м, а другом разряде. То есть 12-й, 13-й, 14-й, 15-й. Вот этой кнопкой осуществляется сброс. Счетчик работает. Так, далее, о чем мы можем рассказать? Ну, конечно, дизайн космический, на мой взгляд. То есть это вообще, как бы, так сказать, буйство дизайна и, так сказать, инженерная мысль тоже тут не ленилась. У данной модели есть брат европейский под названием CS880, у которой отсутствует разнообразие касаемо воспроизведения, пения и записи караоке. То есть, на мой взгляд, европейка очень сильно проигрывает. То есть отсутствует на ней всего лишь разъем микрофона и уровень микрофона. И сразу он как-то выглядит беззубым младенцем на фоне этого красавца. Дальше красивые стрелочные индикаторы у нас тут присутствуют. Секции пиковых значений, выполненных на светодиодиках. То есть там все как мы любим. И стрелочки, и светодиоды.
Ну, Dolby B рассказывал, значит, система DSL. Dynamic Super Loudness, то есть динамическая супер тон компенсация. Тоже сейчас немножко попозже остановлюсь, то есть не все понимают, или не все, или они какие-то рассказывают, какие-то небылицы, для чего эта система нужна. Так, послушаем, наверное, радио. Послушаем, наверное, радио, а потом я вам расскажу про звук. Значит, что у нас здесь с тюнером? Двухдиапазонный тюнер, цифровой, что характерно. Существует подсветочка. Родная подсветочка, конечно, такая скромная. Подсвечивает нам только окошко с индикацией частоты принимаемой станции. Значит, тюнер двухдиапазонный, то есть АМ, средние волны, и ФМ. На данный, значит, экземпляре что перестроено, то есть, как вы видите, так сказать, принимает полностью европейский FM от 88 до 108. Значит, в каждом диапазоне присутствует 6 ячеек для запоминания, то есть 6 станций можно запомнить в FM, 6 станций можно запомнить в AM. Значит, система поиска, то есть она может, это вот ручной режим без индикации, то есть вручную мы подстраиваем частоту. Сейчас вам покажу как. В автомате она сама ищет станцию. В открытый космос. Ну и, соответственно, 6 ячеек. С Яндекс.Карты. Композиция для вызов. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. Решение с тюнером нетривиальное, скажем так, да, так сказать. На память только, где похоже реализован цифровой тюнер в бумбоксе. Это вот, пожалуй, только Philips 8814 отличился. Больше, я так, на память еще приходят из тех лет какие-то дорогие ресиверы, где также был сделан цифровой тюнер. Так, значит, в режиме тюнера у нас на левом индикаторе показывается уровень батарей. Ну, либо, так сказать, напряжение при питании от источника сети. Так, и, значит, на правом индикаторе у нас показывается уровень сигнала принимаемой станции. Так, значит, что еще вам рассказать? Касаемо DSL, значит, все вот думают, сейчас мы там навернем, да? Вот так вот сделаем там, включим. Басы на полную. И вот так вот. Нет, ребята, это так не работает. То есть DSL работает только на небольших уровнях громкости, да, чуть-чуть компенсируя там некие физические закономерности. То есть подчеркивая нижние частоты, без нарушения тонального баланса. То есть это не о том, чтобы, так сказать, выровнять на полную басы, громкость, еще включить DSL. Нет, это как раз когда мы там слушаем что-нибудь, какую-нибудь хорошую музыку, спокойную, и нам кажется, что маловато. Вот тогда мы нажимаем DSL как бы и кайфуем. Так, значит, послушаем еще, наверное, линейный вход. Почему бы нет? Линейный вход будем слушать вот с этого телефончика. То есть по уровню вообще, так сказать, воспроизведения, ну, это один из. Баланс правый, баланс левый, высокие частоты, басы. Значит, в режиме деки и линейного выхода оба индикатора стрелочных показывают, ну, поканально, левый показывает левый канал уровень, правый канал, а посередине светодиоды показывают пиковые значения. Так, ну и всеми любимая DSL. Всеми любимая, но неправильно используемая.
Значит, по акустике, которая заслуживает отдельного упоминания, значит, это, наверное, самая главная фишка этой модели. Значит, акустическая система оформлена в отдельно акустически изолированном объеме. Значит, 2 инча динамика 14 см, 2 твиттера пищалки диаметром 5 см и пассивная акустическая панель мембрана 17 см. То есть это позволяет в небольшом достаточно объеме, как бы организовать вполне взрослое звучание. Что еще рассказать? Ну, по дизайну, конечно, хочу сказать, что ребята тут не жалели. Айва не жалела денег. То есть вот эта вот конструктивная вот эта вся штука, передняя панель, это один большой кусок алюминия. Алюминий также, здесь вот накладочка массивная, здесь накладочка. То есть выглядит все монументально. Монументально сделано из алюминия. Так. Кассету послушали, радио послушали, линейный послушали. По звучанию, кстати говоря, так сказать, вообще подобное решение, так сказать, с подобного рода акустикой реализовано, пожалуй, только из ровесников у Toshiba. Наверное, все такие помнят и знают модель RTS 98, он же Mackenzie, для японского рынка, и RTS 983 WX1 для европейского рынка. Ну, там совсем уж все по-серьезному, как вы помните. Это уже будет не моноблок, да, это уже будут отстегивающиеся колонки, которые пристегиваются снизу. И там уже, так сказать, по 2 акустических панели пассивных, 2 раздельных динамика. Так что я думаю, пальму первенства в разряде моноблок Айва держит. Удержала. Как-то вот так. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр.